Приветствую вас, зрители моего канала. Этот небольшой грузовичок начали проектировать в 1952 году, когда возникла потребность в полуторатоннажном грузовике для сельского хозяйства. В 1946 году на смену морально устаревшему грузовику ГАЗ-ММ пришел новый грузовик ГАЗ-51 грузоподъемностью 2,5 тонн. Но его грузоподъемность для многих ситуаций показалась излишней. Нужен был компактный грузовик, частично унифицированный с легковым автомобилем. Этакий аналог современной «Газели». Созданием компактного грузовика руководил Александр Дмитриевич Просвирин. Стилистика ГАЗа была выполнена Лебедевым. Компоновку выбрали стандартно для всех газовских моделей грузовиков – капотный, выполненный на штампованной клепанной раме с поперечинами. Силовым агрегатом служил четырехцилиндровый бензиновый двигатель ЗМЗ-21 мощностью 70 лошадиных сил, способный разогнать грузовик до 80 км в час. В паре с ним работала четырехступенчатая механическая коробка передач с синхронизаторами на третью и четвертую передачах. Крутящий момент от двигателя передавался от одного открытого карданного вала на игольчатых подшипниках на задние колеса. Все колеса, как и сами мосты, были позаимствованы от ГАЗ-ММ. Важным новшеством в этом автомобиле стал его неразъемный задний мост типа банджо со вставным редуктором с гипоидной главной передачей и полностью разгруженными полуосями. Вместо пальцев рессор стояли резиновые подушки, а в дополнение к рессорам спереди имелись гидравлические телескопические амортизаторы. Передняя подвеска на двух продольных полуэллиптических рессорах. Колесная формула 4х2. Барабанные тормоза с гидравлическим приводом сделали герметичными. Это защищало их от попадения грязи. Так как первый прототип ГАЗ-56 по сути был дальнейшим развитием опытного грузовика от УАЗа, который носил индекс УАЗ-302, то на ГАЗе применили подобную кабину. Она отличалась удачно выбранными соотношением объемов и пропорций элементов оперения, кабины и грузовой платформы, что делало облик машины компактным. Интересной особенностью данной кабины было то, что капот был выполнен заодно с облицовкой радиатора. А в самой кабине для комфорта водителя установили вентиляцию и отопление. Управление автомобилем осуществлялось при помощи рулевого механизма с глобальным червяком и двойным роликом. Передние фары и подфарники взяли от легкового автомобиля «Победа». Сзади за кабиной располагался открытый деревянный борт. Первые предсерийные грузовики были готовы в 1956 году и были испытаны на областных дорогах Горького, где были выявлены ряд недостатков конструкции, а также двигателя. Оказалось, что его рабочего объема не хватало для перемещения груза по грунтовым дорогам, особенно после дождя. Также пришлось доработать и саму кабину, так как дизайн кабины являлся нефункциональным из-за низких крыльев. Водители плохо чувствовали габариты машины. Поэтому к 1960 году сделали прототипы, у которых была уже новая кабина, позаимствованная у готовящейся к выпуску модели ГАЗ-53, что сказалось на массе автомобиля, он стал тяжелее. И в этом же году прототипы с новыми кабинами вышли на межведомственные испытания, где кроме них участвовали другие грузовики ГАЗ-51А с опытным ГАЗ-62 и два иностранных Ford F-350 и Opel Blitz. Испытания проходили по дорогам Центральной России, по горам Кавказа и по чернозему Ставрополя. ГАЗ-56 показал себя вполне неплохо, рама его была прочнее, а рессоры надежнее. Но главной же проблемой был его слабый для этого грузовика двигатель с несправляющейся в тяжелых условиях электромуфта вентилятора охлаждения. Также присутствовали и другие проблемы в виде не очень надежных ступиц и крепления рессор. Но тем не менее ГАЗ-56 комиссией был рекомендован к серийному производству и даже был показан на выставке на ВДНХ. Но как ни печально, полуторатонный грузовик ГАЗ-56 так в производство не пошел, так как производство двух грузовиков, а также нескольких легковых моделей, Горьковский автозавод не потянул, и выбор был сделан в пользу перспективного ГАЗ-53. Не помогло даже решение наладить его производство на другом автозаводе, в Ульяновске, так как ГАЗ-56 требовал больше затрат, чем готовящийся там к выпуску УАЗ-451А. И проект грузовика ГАЗ-56 решили закрыть, а все его технические решения были применены на других горьковских моделях автомобилей. И если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, пока!